поисках джедаев, переживших чистку, устроенную Императором, Вейдер отправился на речную луну Алдалима. Там он нашел мастера Кирака Инфилу, могучего воина, одного из последних выживших представителей павшего ордена. Темный лорд рассчитывал сразить джедая и забрать у него Кайбер-кристалл, который должен был послужить основой для его нового светового меча. Но все сложилось не так, как он предполагал. Кирак сумел победить Вейдера в бою, после чего сбросил его с горы Пасваал. В итоге решив, что тот погиб. Однако Темный Лорд выжил и вскоре выследил Кирака в Амбалаар-Сити. Ты! Поднимайся! Где они вновь сошлись в поединке на вершине городской дамбы. В разгар схватки по противникам открыли огонь полицейские Амбалаара, охранявшие стратегический объект. Вейдер столкнул их вниз, однако Инфила, не желая допускать гибели невинных, подхватил их и опустил на ближайшую крышу. Это натолкнуло Вейдера на мысль уничтожить весь город. Он с помощью силы увеличил напор воды на дамбу, и в одном из сливов ее прорвало. Воспользовавшись тем, что мастер Инфила пытался спасти мирных жителей, Дарт Вейдер выхватил у джедая световой меч и, сломав ему шею, бросил Кирака вниз. Получив то, что хотел, он покинул разрушенную дамбу над затопленным городом. Лорд Вейдер, если ты видишь это сообщение, значит твое задание наконец-то подошло к концу. Дроид получил указание взять управление кораблем на себя, как только ты получишь меч джедая. Он доставит тебя в конечный путь назначения, выбранный мной. Внешнее кольцо Мустафар. Мустафар не похож на другие планеты. Он уникален. Глубоко под его поверхностью скрывается точка сосредоточения темной стороны силы. Здесь ты вновь обретешь себя. Вместе своего величайшего поражения ты возродишься сильным, несокрушимым, могущественным. Ты получил световой меч и Кайбер-кристалл, который он содержит, но они все еще не принадлежат тебе. Кристалл – это сильная вещь, в каком-то смысле даже живая, пульсирующая энергией светлой стороны. Потребуется приложить немало усилий, чтобы подчинить его своей воле. Владыка Вейдер, когда ты прибудешь на Мустафар, найди место, где темная сторона будет взывать к тебе. Воспользуйся этой энергией. Объедини со своей собственной силой, а затем примени ее. Искази Кайбер-кристалл. Передай ему свою боль. Покажи ему свой гнев. Услышь, как он поет гимн тьме. Заставь его кровоточить. Определив нужное ему место, Дарт Вейдер приземлился неподалеку и, сойдя с трапа, направился в пещеру, где, по его ощущениям, и должна была находиться точка сосредоточения темной стороны силы, о которой ему рассказывал Сидиус. Оказавшись внутри, Темный Лорд увидел древние руны на стенах, окруженные потоками лавы, а в самом центре стоял большой каменный стол, вероятно, служивший алтарем для ситхов далекого прошлого. Понимая, что ему сейчас предстоит сделать, Вейдер подошел к алтарю, положил на него джедайский меч и начал разбирать оружие на части. Добравшись до зеленого Кайбер-кристалла, он извлек его из рукояти
и, стараясь лучше рассмотреть, поднял ближе к линзам своего шлема. Включив оптические сканеры визора, Темный Лорд увидел, что кристалл светится и сияет изнутри. По совету своего учителя Ситх попытался воздействовать на кристалл темной стороной силы, стараясь вложить в него все свои чувства, гнев и боль. В ответ на разрушительное воздействие кристалл создал мощный всплеск чистого света, энергетический взрыв, отбросивший Вейдера к стене. И вдруг что-то изменилось. Похоже, Энакин вернулся. Его глаза, они больше не желтые, а снова голубые. Что я наделал? Осознав те чудовищные поступки, которые он совершил, Энакин заставил себя подняться с пола и вновь подойти к алтарю. Еще раз внимательно изучив кристалл, он осторожно вложил его в рукоять, заново собрав световой меч. Совсем скоро ему предстояло вновь встретиться с Сидиусом. К этой встрече он должен был подойти во всеоружии. Корусант. Мой ученик, ты вернулся? Твое задание завершилось успешно? Да. Покажи мне. Я хочу увидеть твой клинок. Это твое окончательное решение. Окончательное. Да будет так, мой друг. Ты решил остаться слабым. Да будет так. Какая жалость. Я согласен. Разобравшись с Сидиусом, он покидает кабинет павшего Темного Лорда и отправляется на поиски своего старого учителя, чтобы попросить у него прощения. Увидев позади себя темную мрачную фигуру, закованную в броню, Оби-Ван сразу же активировал световой меч и принял боевую стойку, предположив, что Вейдер выследил его с намерением убить. Оби-Ван. Однако под черными доспехами скрывался уже не лорд ситхов, а раскаявшийся Энакин, который, сняв шлем, встал перед ним на колени. Прошу. Энакин. И в этот момент Вейдер открывает свои желтые глаза. Он понимает, что по-прежнему находится в пещере на Мустафаре, а все произошедшее с ним после энергетической вспышки, посланной кристаллом, является не более чем видением. Темный Лорд поднялся на ноги и вернулся к алтарю, полный ненависти ко всему сущему, чтобы завершить начатое и не позволить этому видению силы стать его реальностью и судьбой. Нет! Я отказываюсь! Это все, что у меня есть! Схватив кристалл, Вейдер обрушивает на него весь свой гнев, ярость и боль.
Завершив процесс и пересобрав свой новый клинок, Вейдер вернулся на Корусант и сразу же направился в здание Сената, в приемную Императора, где Палпатин вместе с Масамеддой внимательно слушали доклад Уилхофа Таркина. «Строительство активно продолжается, Ваше Величество. Я считаю, мы достигнем поставленных задач даже раньше, чем планировалось». «И оружие, Таркин? Здесь все так же продвигается по графику?» «Последние отчеты были многообещающими, Масамедда. Я уверен, что...» «Что? Вы оба оставьте нас. Но, Император, ваша безопасность. Я прекрасно защищен, Таркин. Оставьте нас. Ученик. Учитель». Понравилась история? Тогда поддержите нас, просто нажав кнопку «Палец вверх». Это действительно помогает каналу расти. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, оставляйте нам свои комментарии. Мы их с удовольствием читаем. Спасибо вам за просмотр, увидимся в следующем видео.